Прекрасные или ужасные, как у меня в коллекции появилась орхидея с мутацией. Уцененные, акционные или попросту отцветшие орхидеи, которые мы покупаем, с какими проблемами можно столкнуться. Плесень в субстрате орхидеи даже после ее пересадки. Стоит ли ее бояться и как она влияет на общее развитие орхидеи? Как получить тройной результат у слабой орхидеи быстро? Новое тайное средство, секрет которого я пока не раскрою. Мелиорация субстрата в посадке орхидеи. Как ее провожу я? Как мне помогает фитиль в посадке орхидеи, когда в доме очень жарко? Эти и многие другие вопросы мы обсудим в ходе сегодняшнего видео. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Ровно 2 месяца назад у меня в доме появилась новая орхидея. Нет, я не покупала себе красиво или пышно цветущую орхидею. Я купила себе акционное, уцененное или попросту отцветшее растение. Это не первая орхидея такого плана, но, пожалуй, самая слабая из всех. Обычно цветение таких орхидей для нас остается загадкой до их нового распуска в домашних условиях. И чаще всего вместе с такой орхидеей мы приобретаем ворох проблем. Давайте посмотрим, с какими проблемами я столкнулась в этом случае. Даже невооруженным взглядом, даже через стенки горшка видно, что у орхидеи практически полностью сгнила корневая система. На стволе орхидеи и на прилегающих корнях были обнаружены следы зеленки. Что конкретно пытались вылечить у орхидеи с помощью бриллиантового зеленого, я так и не поняла. И как следствие нарушенной функциональности корневой системы на листьях орхидеи обнаружены отеки вот такой причудливой формы. Сразу оговорюсь, что такие отеки на листьях орхидей не лечатся и никак не угрожают здоровью растения. Даже по качеству корней вне субстрата можно было понять, что орхидеи до того, как она попала ко мне домой, досталась. Одна часть внесубстратных корней пересохла, другая сгнила. Тем не менее, эти корни всегда служат для растения неоценимую службу. Такие корни всегда помогут вам, если вы не знаете, как правильно поливать орхидею сразу после покупки, если ее субстрат переувлажнен, а корней в субстрате практически нет. О том, как использовать такие корни, есть несколько видео на канале. «Опусти их так». Именно так называется цикл видео о внесубстратных корнях орхидеи. Опустив внесубстратные корни орхидеи в воду, вы многое узнаете об их функциональности и о том, как быстро ваша орхидея придет в норму. Неожиданно для меня внесубстратные корни этой орхидеи оказались вполне функциональными. Веломен на них очень быстро расправился и корни позеленели. Даже наличие одного такого внесубстратного корня позволит вашей орхидее восстановиться. Системно опуская такие корни в воду, вы подготовите их для дальнейшего функционирования внутри субстрата. Я еще раз хочу призвать новичков не торопиться с быстрой пересадкой вновь купленных орхидей, особенно летом, особенно в жару. Первые недели пребывания вновь купленных орхидей дома расставят все точки над «и». Гнилые корни окончательно проявят себя, а живые корни наполнятся и покажут всем своим видом, что способны функционировать. А лучшее время для пересадки вновь купленного растения – это его хотя бы начальная активация.
Я проделала большое количество вентиляционных отверстий в стенках горшка орхидеи и подготовила внесубстратные корни для функционирования в субстрате. В таком виде орхидея прожила 10 дней у меня дома. После этого я решила обрезать отцветшие цветоносы и пересадить орхидею в новый целый горшок. Практически каждый день я получаю комментарии под прежними 2-летней давности видео с просьбой «покажите». Иногда у меня возникает впечатление, что все эти люди последние видео на канале не смотрят. Показываю еще раз. Вот эти бугорки на цветоносе орхидеи, даже на отцветшем цветоносе, это меристемы. Вот это места крепления первых распустившихся цветов на цветоносе этой орхидеи. Режем отцветший цветонос посередине между местом крепления первого распустившегося цветка и меристемой. Не забывайте дезинфицировать все, чем пользуетесь. Вот и все. Цветонос обрезан, меристема сохранена, из нее может развиться новое ответвление от цветоноса. Давайте я для наглядности сразу покажу вам, как это будет в дальнейшем, чтобы вы не искали. Вот так пробуждается меристема на обрезанном цветоносе орхидеи. Из таких ответвлений орхидея зацветает очень быстро. Давайте посмотрим, что ненужное останется у нас после обрезки цветоносов и что можно выкинуть. Вот эти 2 окончания цветоносов, где ранее крепились цветы, нам больше не нужны. Стянув горшок, я поняла, что хотя бы один функционирующий корень у орхидеи есть. А еще стало отчетливо видно, что практически весь субстрат поражен плесенью. Не знаю, насколько отчетливо это сможет передать камера, но плесень и на субстрате, и на корнях, которые прилегают к дну горшка, плесень везде. Я буду пересаживать в точно такой же горшок диаметром 12 см с заменой горшка, поскольку прежний треснул, и субстрата. Корни орхидеи от плесени я промывать или чем-то обрабатывать не буду. Я буду создавать условия, при которых плесень не захочет оставаться в горшке моей орхидеи. Я увеличу размер и количество вентиляционных отверстий в посадочном горшке. И чем ближе к дну посадки, тем крупнее эти отверстия. Мелиорацию субстрата буду проводить с помощью фитиля из обыкновенных резаных капроновых колгот. Тому, как сделать такой фитиль любой длины, посвящено отдельное видео на канале, и ссылку на него я обязательно вставлю в первый закрепленный комментарий под этим видео и в описании к нему. Какой длины и толщины использовать фитиль зависит от конкретно взятой орхидеи и от тех условий, в которых вы ее будете выращивать. Одно остается неизменным. Я всегда провожу фитиль с одной стороны посадки. А у орхидеи всегда есть выбор, в каком направлении растить свою корневую систему – к фитилю и к большему количеству воды или от него. Ни один корень, даже визуально гнилой, я обрезать не стала, сняла пальцами только то, что отделялось легко и самостоятельно. Корней немного, функциональных из них еще меньше, все они поместились в горшок диаметром 12 см вместе с внесубстратным корнем. В этот раз я решила использовать субстрат без содержания живого резаного мха, только сухие компоненты. Субстрат использую в смеси коры хвойных пород деревьев, резаного сухого мха, резаных кокосовых чипсов и пенопластовых шариков для улучшения аэрации субстрата.
фракция и влагоемкость субстрата не должна кардинальным образом отличаться от той, которую использовал производитель. Засыпав корневую систему орхидеи субстратом, я вывела фитиль изрезанных колгот на самый верх. Этот способ подойдет тем, у кого в квартирах очень сухо и верхняя часть субстрата постоянно пересыхает. А если поверх фитиля уложить слой живого лесного мха, он будет красиво зеленеть в посадке. Этот способ мелиорации субстрата я использую уже много лет, и как вы видите по моим посадкам, он отлично работает. В данном случае, поскольку я использовала только сухие компоненты субстрата, я не стала добавлять живой мох, а засыпала поверх фитиля тот же самый сухой субстрат. Вы когда поливаете орхидею после пересадки? Выдерживаете несколько дней, чтобы раны затянулись. Я не придерживаюсь надуманных правил и поливаю орхидею сразу после того, как посадила ее в сухой субстрат. И вот в этом поливе, в том, который вы сейчас видите на своих экранах, и заключается главная тайна будущих видео. Тайна, которую сегодня я вам не раскрою. Вам интересно, с чем таким-этаким я поливаю эту орхидею? У вас нет даже одного шанса на миллион, чтобы угадать это, даже если вы это увидите. Порой то, что я делаю с орхидеями и какие средства для этого выбираю, для самой меня является полнейшей загадкой. Почему я это делаю? Как это ко мне приходит? Но факт остается фактом. Сейчас на ваших глазах рождается на свет новое авторское средство и новый авторский метод, который дает воистину парадоксальные результаты. Но главный свой парадокс это средство проявило и показало не на этой орхидее. Если хотите узнать, что это за орхидея и что это за таинственное средство, обязательно напишите в комментариях хотя бы одно слово «Интересно». И если я пойму, что зрителям действительно интересны мои открытия, я обязательно расскажу вам об этом в будущем. Ровно через 5 дней после той процедуры, которую вы сейчас видите на своих экранах, то есть после полива орхидеи этим средством, начались настоящие чудеса. Вы хорошо расслышали? Ровно 5 дней до получения результата. Но это видео не о результатах и не о волшебном средстве. Вместе с результатами сразу после пересадки на новом субстрате этой орхидеи появилась плесень. С плесенью бороться не нужно, это бессмысленно. Она лишь является индикатором тех условий, при которых вы содержите орхидеи. В июне во Владивостоке было темно, сыро и холодно. Это те самые условия, при которых плесень развивается наилучшим образом. На общее развитие орхидеи плесень не оказывает какого-либо существенного влияния. Помимо появления нового молодого листа, в течение 5 дней после пересадки у орхидеи внутри горшка отметился корневой рост. Плесень в субстрате, а корни растут не только в горшке, но и от ствола. А знаете, чего больше всего боится плесень? Ультрафиолета. Поставьте орхидею с плесенью в горшке под прямые, но щадящие солнечные лучи в утренние или вечерние часы, и от плесени не останется и следа. Хотите убедиться? Давайте посмотрим на эту же самую орхидею спустя 2 недели. Всего 1 недели солнечных ванн хватило для того, чтобы забыть о плесени. А результаты продолжали шокировать.
После появления одного листа следом появился еще один. Пробужденные меристемы на цветоносе я показывала ранее и покажу еще. И кроме всего этого у орхидеи появился еще один новый цветонос. Но для того, чтобы увидеть цветение этой орхидеи, нам не придется ждать несколько месяцев, пока этот цветонос вырастет. Ведь развитие ответвления из нереализованных меристем происходит гораздо более быстрыми темпами. И вот мы уже можем раскрыть тайны цветения этой незнакомки у меня дома. Не знаю, правильно ли я сказала, незнакомка или незнакомец. Отцветшей орхидеей без названия оказался биглип манго. Вот такой он, ярко-желтый, не очень крупный, с неоновой серединкой. Дальнейшее развитие событий для кого-то будет ужасным, а для кого-то прекрасным. А как вы относитесь к мутациям цветов орхидей? В моем случае, если это разовая акция, я готова на это посмотреть для поднятия настроения. Иногда на подобные сбои в орхидейной программе без смеха сквозь слезы не взглянешь. Уже на данном этапе видно, что следующий бутон тоже с мутацией. Каким раскроется цветок, я обязательно покажу вам в нашем одноименном телеграм-канале. Канал так и называется «Классика орхидейного жанра», и если вы до сих пор не присоединились к нему, ссылка на него, как всегда, будет в описании под видео и в первом закрепленном комментарии под ним. С приходом во Владивосток жарких и солнечных дней, когда уже в утренние часы температура внутри квартиры приближается к 30 градусам Цельсия, встал вопрос о регулярном и постоянном использовании фитиля у этой орхидеи. Куда опускать концы фитиля? Даже такой вопрос встречается у зрителей. Здесь варианты на любой вкус и кошелек, от самых простых и бюджетных до изысканных. Конкретно взятая орхидея стоит вот в такой весьма бюджетной емкости. Ее стоимость всего 8 рублей. А все дальнейшие варианты будут зависеть от ваших эстетических предпочтений и ваших материальных возможностей. Опять же, по своему выбору вы можете использовать или не использовать вставленный в посадку орхидеи фитиль. Если фитиль в воде, он работает, а если кашпо без воды, фитиль работать не будет. А вы можете перейти на более привычный для вас способ полива. Давайте еще раз посмотрим на тройной и весьма выразительный результат пребывания орхидеи у меня дома. Самое важное для меня и для орхидеи – это новые листья, а их два. Новые корни, которые растут от ствола орхидеи, а это значит, что будут приспособлены к новым условиям произрастания и новому субстрату. Ну и вишенка на торте – новый цветонос, который уже через 2-3 месяца будет радовать нас новым домашним цветением. И если вы хотите посмотреть на это новое домашнее цветение, если хотите узнать подробности о чудодейственном таинственном средстве, которое приводит к таким парадоксально быстрым результатам, присоединяйтесь к нашим YouTube и Telegram каналам. И помните, что впереди у нас невероятно много интересного.